Итак, друзья, рад приветствовать вас в очередной части уроков по 3GS. И в данном уроке мы с вами научимся добавлять персонажа на сцену и анимировать его. Также запускать анимации разные, также использовать анимации для... Здравствуйте, друзья! И в этой части по анимации Мандалорца, именно самого Мандалорца вместе с его шлемом, мы с вами научимся добавлять персонажа на сцену, анимировать ее и запускать несколько. Здравствуйте, друзья! В этой части видеокурса по... Здравствуйте, друзья! В этой части видеокурса по анимации Мандалорца мы с вами научимся мандалировать. Здравствуйте, друзья! В этой части видеокурса по анимации Мандалорца мы с вами научимся анимировать его, запускать несколько анимаций. Этот урок будет немножко дублировать предыдущий, но я вам покажу, как именно можно добавить код видеоурока предыдущего на нашу продакшн-сцену со шлемом. Считаю до 5 и пеняйте на себя. 5! Стой! Стой! Нет! Ракета, это я! Мы все утрясли! У нас все нормально! Все у нас нормально! Ну что ж, друзья, приступим к переносу кода из тестовой версии в нашу с вами рабочую. Напомню, что мы с вами создаем анимацию Мандалорца и прокрутки шлема по скроллу мыши. На данный момент наша с вами сцена по анимации Мандалорца выглядит вот так. Но она немножко быстрее из-за того, что записывается видео, она тормозит чуть-чуть. Так, значит, это первая сцена. Теперь я остановлю этот сервер и запущу этот. По идее, сервер должен запуститься. И если вы помните, у нас есть вот такой шлем, который реагирует на прокрутку мыши. И по определенному действию я хочу, чтобы здесь где-то появлялся Мандалорец, шел как бы сзади этого шлема, подбирал его, одевал, ну и в общем выполнял всю ту анимацию, которую мы с вами видели немножко ранее. Что для этого необходимо? Естественно, перенести код анимации Мандалорца в наш с вами рабочий код. Так, это сюдой, это тудой. Что у нас с вами есть? Я напомню вкратце. Есть контроль как бы орбит наших, который по идее должен работать, если мы вынесем канвас на слой, который находится вверху. Вот. Таким образом у нас летят эти штуки. Каким-то образом их можно фильтрануть, наверное, чтобы их не так много было. Так, далее. У нас есть вот такой код из прошлого урока, который имеет HDR-карту, саму модельку,
Ну и далее по расписанию, то есть подключение HDR-карт, AirLoader, Draco Loader и запуск анимации, Animation Mixer. Здесь определенные лайфхаки для того, чтобы все это как бы работало. Это применение карты окружения для Мандалорца. Ну и далее уже там по списку свет для того, чтобы видеть запуск анимации, камеры. Ну, это, в общем, стандартный дальше код идет, поэтому особо он нам не интересен. Интересно нам, как мы сможем с вами перенести этого Мандалорца, который уже заанимирован. То есть вот у нас есть этот файлик. Так. Ну, допустим, вот так. И мне необходимо, естественно, взять из папки с тестовой версией, то есть Just for Test, которая там 3 у меня, вот этой версии, в нашу с вами перенести эту модель. Past one файл, который уже, не понял, как он здесь есть уже, да? Угу. В общем, Mandalorian Full. Так. Что я сейчас сделаю? Просто создал дубликат. Full. Угу. В общем, это полная версия Мандалорца, кроме шлема, without helmet. И по идее все. Смотрите, в данном видеоуроке я что сделаю? Во-первых, мне необходимо будет добавить немного... Ох, ё-моё. Не пойму, это старое или новое. Все-таки это Just for Test, да? Да. Ну так это он, правильно. Здесь мне нужно добавить, это было немного перепутал. Во-первых, смотрите, получается, по какому событию мне делать, ну, короче, добавлять анимацию. Трудно понять. Точнее, понять не трудно, то есть, ну, допустим, можно создать какую-то кнопочку здесь. Например, назвать ее там «Не нажимай меня», и, естественно, пользователи будут интересоваться, что это за дичь, и нажимать ее, и после этого в каком бы положении не был шлем, мне необходимо было бы анимировать камеру куда-то, потом прекращать прослушку мыши события, прокрутки, прекращать прослушку события, прокрутки документа. Потому что если мы дальше будем это все прокручивать, то, соответственно, мы будем видеть всего Мандалорца, что нам не надо. Ну, получается как? Если я, допустим, сейчас кручу, естественно, все это обрабатывается. Но если я, допустим, нажимаю эту кнопку условную, да, которую я сейчас придумал, то, соответственно, Мандалорец начинает анимироваться. Ну, сначала он появляется, естественно, потом начинает анимироваться. Потом он надевает шлем. Все это мы видим. И потом он стоит, дышит. То есть, по идее, конечная
станция как бы нашей анимации состоит в том, что, ну, во-первых, выключаются вот эти вот линии анимации линий. Во-вторых, шлем надевается на мандалорца, и мандалорец стоит просто дышит. Вместе с этим шлемом, естественно. То есть нам нужно создать таким образом все, чтобы шлем, естественно, находился на своем месте. В чем основная фишка? В том, что сейчас шлем это вообще отдельный объект. А, соответственно, мандалорец сам это тоже отдельный объект. Наверное, я все-таки запущу, чтобы было более понятно. То есть, вот у нас есть мандалорец, который как бы шагает. И вот он пришел, допустим, да, берет шлем. Естественно, вот эта часть не будет показываться, то есть она приблизительно как-то так будет обрабатываться. Вот. А потом он будет брать шлем и становиться в позу дыхания. Ну, сейчас он уже придет, чтобы было до конца понятно. Оденет шлем. И в этот момент, когда он уже, ну, получается, руки начинает опускать, камера отдаляется, и мы видим полного мандалорца. То есть, типа, как-то вот так, да, допустим. И, смотрите, здесь же включается вторая анимация, запускается, и получается, что он как бы дышит. Соответственно, эта анимация у нас должна, ну, как бы быть постоянно теперь. Да. Вот. И в такой позе он должен застыть, и, получается, обработчик события прокрутки документа не должен в этот момент работать. И, соответственно, нажатие на вот эти вот как бы якори. Что ж, приступим к переносу нашей анимации. Но для этого, естественно, сначала мне нужно создать кнопку. То есть, какие способы есть? Во-первых, нажатие на кнопку, да. Во-вторых, ну, либо здесь, которая расположена, либо на втором экране, например, да, там, ну, здесь, например, где-нибудь расположить, не нажимай меня, там, или старту VGF, там, мегаэффект какой-нибудь, ну, не знаю, в общем, фантазии, конечно, много, и как ее точно применить. Либо же, допустим, когда мы доходим до конца прокрутки нашей страницы, ну, где-то вот, допустим, в этом районе, да, раз, и запускается вторая анимация. То есть мы можем по-разному отслеживать. Итак, друзья, приступим к кодингу. И для начала я все-таки решил сделать кнопку. Для того, чтобы у нас была с вами возможность каким-то образом запустить анимацию самого мандалорца. Ну и, соответственно, отменить анимации и другие воздействия на шлем. То есть, соответственно, нам уже не нужно будет, чтобы он крутился. И вот такую вот кнопочку я завел. Скопирую класс, который я только что придумал. Здесь у меня есть некоторые стандартные штуки. PR Position Relative, Z2 это Z-индекс 2. И где-то у меня есть файлик со стилями. Вот он. Так, и вот у меня есть button класс, у которого border radius 6. Ну, мне необходимо будет сделать новый класс.
Итак, я займусь JavaScript именно фронтендовским, так сказать. Возьму и выберу эту кнопочку, если она у нас, естественно, будет присутствовать. Кнопочки почему-то нет. Всего лишь нужно было добавить точку впереди. И вот мы убедились, что она присутствует на странице. Теперь можно и обработать события по ней. И я просто сделаю консоль log click для того, чтобы понять, что она присутствует. Как видите, все обрабатывается. Это затравочка такая на будущее. Захотелось мне попробовать белую тему. Так, вот она кнопочка, все есть, все работает. Я вам показал до этого стили ее. Вы найдете в файле CSS в статической в папке. Я добавлю терминал для того, чтобы мне было легче не искать вот это вот все в папках. И открою сцену, посмотрю, что вообще происходит. Ага, вот он наш мандалорец. И теперь, соответственно, мне его нужно просто перенести по клику на эту кнопку на сцену. То есть сейчас он запускался у нас с вами просто во время старта страницы, так сказать. Естественно, мне необходимо, чтобы он стартовал по какому-то событию, о котором я уже рассказывал вам ранее. Либо по кнопке, либо по прокрутке до какого-то места. И вот я забыл, что у меня уже есть в проекте Anime.js, и я его пытаюсь добавить снова. Однако, здравствуйте. Так, и где-то здесь должен быть участок кода. Ну, например, я сделаю здесь его. Secret именно правильно написал, конечно. То есть, смотрите, у нас же получается как с вами. Тот скрипт, который мы пишем с вами по 3GS, он же является JavaScript, правильно, и поэтому он может и должен обрабатывать фактически все те команды, которые мы с вами напишем. Соответственно, мы можем прямо в нем написать все то, что нам нужно по обработке этой кнопки, и она, как видите, даже работает. Дополнительно я сейчас выведу камеру, посмотрю, так ли она есть ли, присутствует ли. И как видите, она присутствует. Соответственно, могу дальше писать здесь код анимации камеры. Анимировать я буду позицию камеры по оси Z, то есть от нас она будет отдаляться. Соответственно, все предметы должны быть дальше. То есть шлем должен быть меньше, по идее.
Но почему-то этого не происходит. Ага, потому что я анимирую ровно до того же расстояния, на котором она и находится. То есть мне нужно сделать больше, чем 5. И, как видите, все заработало со стандартными настройками изинга и длительности этой анимации. Также мне необходимо опустить камеру вниз во время того, когда я анимирую. То есть, чтобы шлем был как бы ниже нашего взгляда, для того, чтобы мы смогли с вами увидеть Мандалорца. Ну вот, приблизительно так. Хотя, по сути, я ее поднимаю выше. Над полом, как бы. Вот так вот мы и стартуем с вами понемножку подбираясь к более-менее приемлемому результату. И вот так вот выглядит сцена на данный момент. Сейчас я хочу узнать, как можно убрать определенный объект, то есть который мне нужно убрать со сцены вообще. По идее, такая функция должна быть в 3GS. Потому что если, допустим, мы беремся за создание игр, то по мере продвижения персонажа от точки А в точку Б, соответственно, он встречает на своем пути какие-то там, допустим, предметы, а потом эти предметы нужно удалить, то есть выгрузить из памяти. Соответственно, по моей теории, такая возможность должна быть в 3GS, но не факт, как вы знаете. И вот я пытаюсь найти, как же мне убрать вот эту вот группу летящих внутри шлема линий. И вот у меня есть константа, однако константа мне не подойдет. Почему? Потому что я ее не смогу использовать ниже по коду, соответственно, она будет недоступна. Скорее всего. Потому что, естественно, та константа находится внутри функции, а я использую ее уже вне предела функции. Итак, у меня здесь есть переменная, вот это вот я ее вынес на верхний уровень, чтобы она внизу тоже была доступна. И теперь мне ее надо убрать из констант и просто отформатирую немного код и поменяю тему, наверное. Все-таки бесит это белое. О, обратил внимание, что как-то зрение стало немножко подушатываться. И вспомнил одного чудака, который рассказывал, что типа вот, ученые обнаружили, как обычно, все дичь это, и решил попробовать белую тему, но вроде бы как с белой намного лучше читается. Теперь и меньше устают глаза, по идее. И теперь получается, смотрите, если у меня вот это вот псевдолайнес есть, мне нужно попробовать удалить их, эти линии со сцены. Но они остаются. Конечно же. Почему так происходит? Возможно, потому что я добавляю эти псевдолайнсы не на сцену, а именно к шлему. Смысл в чем? Смысл в том, чтобы их убрать, потому что, естественно, они у меня сделаны не с помощью шейдеров, а просто с помощью Anima.js. И там не вычисляются никакие пути,
То есть они уходят за пределы шлема, соответственно, хотя, в принципе, оно могло бы остаться, но смысл, да, если, допустим, учитывать то, что Мандалорец на себя этот шлем одевает, то, по идее, у него же там голова, которой у нас с вами нет. Всадник без головы. И получается, что эти линии будут как бы мешать. Ну и ему, и нам визуально воспринимать все это. Поэтому их нужно удалить. И вот я попытаюсь сейчас перенести чуть-чуть код. Вот сюда, чтобы обработка события клика по кнопке была у нас с вами, ну, в общем, тогда, когда это действительно нужно, по идее. Ну, в смысле, страница загрузилась, да, загрузилась сцена со шлемом, и тогда мы обрабатываем с вами, ну, как бы, клацанье по кнопке мыши. А это как раз и нужно в этот момент, получается. То есть сама-то кнопка, она есть при загрузке, но там минимальное количество задержек будет даже на слабом интернете, потому что шлем весит не так много, как... Ну, в общем, чтобы создавать какую-то задержку. И вот я обнаружил, что добавляю-то я к сцене, именно к шлему эти линии. И получается, что вот они удалились, видите? Там есть на заднем фоне просветы света сквозь шлем. Я не понимаю, конечно, как. Но это же 3GS. И вот я опять тестирую, и у меня получается удалить. Удалить, наконец-то. Значит, смотрите, мне получается эти линии как бы надо убрать, но убрать так, чтобы они, скажем так, убрались мягко. То есть для визуала общего вида, чтобы эти линии не исчезали внезапно. Хотя бы. То есть, понятное дело, что можно каким-то там чудесным образом закончить анимацию этих линий. То есть они, допустим, улетают назад, а обратно не появляются. Можно было бы, допустим, применить к Anime.js функцию, которая бы позволила, так скажем, прекратить анимацию после того, как ее цикл завершится. То есть сделать не loop true, а loop false. Так, easing. А у меня, оказывается, easing уже определен. И даже есть Anime.js. Ура-ура! А я его добавлял второй раз. И почему-то даже нет никаких предупреждений, что такая библиотека у вас есть. Типа такого, знаете, в консоли, может быть, нужно было бы сделать. И вот я обнаруживаю, да, что действительно 2 раза импортанул одно и то же. Попробую удалить, ведь я ставил вроде бы как новую версию вроде бы. Короче, я протупил, и не надо было удалять, потому что получается теперь-то, ну, когда я устанавливал дополнительно, типа думая, что нет ее, Anime.js, то она и ничего не сделала, ну, скрипт ничего не сделал. То есть он просто сказал: чувак, спасибо, что ты добавил еще раз Anime.js. А теперь у меня не запускается сервер, потому что, естественно, Anime.js отсутствует. И я такой: а что такое? А просто нужно его теперь установить. То есть я его изначально установил, потом спустя урок покодил
И мне он снова понадобился, и я подумал, что его нет. Хотя на самом деле он был. И теперь я его удалил, и, естественно, получил ошибку, и потом снова поставил, чтобы эту ошибку исправить. Ну, то есть, по сути, отсутствующие библиотеки. Соответственно, теперь мне нужно... Езинг, где же ты? Пишет, что константа не определена, но... эта константа уже есть, то есть, по сути, мне здесь это не нужно. И вот я нажимаю на заветную кнопку, и шлем отдаляется, и линии исчезают. Это просто великолепно. Теперь я беру все-таки нашу с вами сцену из предыдущего урока. Обязательно посмотрите его, если вы не смотрели, потому что вы ничего не поймете, если будете действовать отдельно, то есть именно в этом уроке. Как вы помните, у нас есть идущий мандалорец, который поднимает свой шлем и надевает на себя. Но этот мандалорец у нас без головы, потому что я решил оптимизировать его 3D модель. Соответственно, если бы у нас была голова, то там нужно было бы лицо, уши, затылок, там шея и так далее. И самое главное, волосы. Все это дико много точек. Соответственно, я решил это убрать, чтобы чуть-чуть сократить размер модели. И решил сделать таким образом сцену, чтобы во время нажатия на кнопку, которая называется Don't Touch Me, пользователь не видел самой головы, то есть шлем он как бы одевался, а потом камера только отдалялась. И вот сейчас я переношу немного кода, там реально его немного, на нашу с вами продакшн сцену. Я возьму файлик, хотя он вроде бы у меня есть. Блин, эта штука включилась. Для массового выделения я не знаю, как ее включить и как ее выключить. Ну, я просто переименую Mandalorian Full, потому что Mandalorian у меня называется и шлем. Здесь поясню, что это вместе с анимацией уже, то есть он заанимирован. Его просто можно брать и использовать. Также мне необходимо перенести сюда HDR, а она есть уже. Ну, я не знаю, буду ли я ее использовать. Это еще надо посмотреть. Наверное, нет, поэтому я просто удалю. Возможно, чисто для теста добавлю, потом, опять же, ну, это было в предыдущем уроке, когда я делал карту окружения. И здесь мне необходимо как бы закэшировать Мандалорца, потому что он весит довольно-таки много, 26 мегабайт там вроде бы. И смотрите, получается, как бы у нас загружается сначала HTML, потом JS, потом стили, ну или неважно в какой именно последовательности, главное, что изначально у нас просто грузится код. Вот, этот код, естественно, JavaScript распарсивается, потом находит браузер, что необходимо подгрузить, допустим, сначала шлем Мандалорца, а потом, когда мы с вами нажимаем на кнопку, соответственно, нужно подгрузить и самого Мандалорца. Но
если учитывать, что не у всех может быть соединение с сетью там хорошее, то, соответственно, 26 мегабайт лучше скачать сразу, и они уже будут закэшированы. То есть, по сути, когда человек нажмет на кнопку Don't Touch Me, то Мандалорец, полный размер его, без головы только, будет уже на сцене. И это есть хорошо. Поэтому именно я сделал фетч. Некоторые участки видео я буду ускорять где-то на 1.3, где-то на 1.5, где-то на 2, где-то на более, вернее, в большее количество раз, чем оно есть на самом деле, чтобы немного сократить его, потому что и так 2 с лишним часа видео это достаточно много. Даже для таких уроков. Почему такой размер видео? Потому что позиционирование вот этих вот всех элементов, анимирование, устранение багов, это все сопровождается каждый раз просмотром полной анимации. То есть ты идешь от точки 0 в точку 100% анимации. Ну, почти каждый раз. Поэтому позиционирование и настройка анимации, и, материалов, все это занимает много времени именно из-за того, что приходится каждый раз просматривать анимацию. Ускорить ее, к сожалению, не получается. Либо нужно вводить какой-то отдельный коэффициент. То есть, допустим, у нас есть duration, там, допустим, 2 секунды, но умноженный на какой-то коэффициент, либо разделенный, чтобы он был меньше, либо больше. Но опять же здесь как бы сама анимация подбирается очень индивидуально. Потому что, например, если мы берем мандалорца, который марширует к шлему, то это одна анимация, но она может идти с разной скоростью, то есть в зависимости от того, какое у вас устройство. Мощное, не мощное, в зависимости от того, как оно нагружено. Даже мощное устройство можно нагрузить, допустим, там рендерингом видео и одновременно сидеть на сайтах. Соответственно, у вас уже будет производительность меньше. И вот это вот все нужно подгадывать только. Поэтому именно приходится просматривать в настоящем времени, в том, в котором эта анимация будет происходить в реальности, уже как бы в продакшене. И никак это, к сожалению, не редактировать, не ускорить. Здесь я, если вы помните, после истечения анимации камеры, которая отдаляется от шлема, я убираю линии, которые летят внутри шлема. Теперь мне необходимо просто добавить мандалорца. Я немножко почищу код из предыдущего урока, чтобы он был немного читаемый. Удалил лишний комментарий, но я думаю, вы поймете, о чем там идет речь. Здесь, конечно, нагромождение кода получается. Почему? Потому что идет запуск одной анимации, потом второй, идет подгрузка одной модели, потом второй модели. Это все, конечно, желательно выносить на, если вы, допустим, не один разработчик, да, а в команде тем более, то это желательно выносить в разные JavaScript файлы, импортировать их там на сцену. Хотя я даже не представляю, как это можно сделать, если, допустим, мне нужно, допустим, с мандалорцем работать отдельно. Но в этом коде, как я импортану именно посередине файла, да, интересная задача, конечно. Вот, что-то ошибочка какая-то вышла, значит, у меня чего-то нет. Либо
есть, но с избытком. И уберу я линии до того, как загружу самого Мандалорца полного. Потому что получается здесь может быть некий промежуток времени между тем, пока модель загрузится и уберутся линии. А мне не нужно, чтобы исчезали сразу. Models, not defined почему-то. Потому что у меня называется Scene Data, объект, в котором расположена информация по поводу путей там, к файлам, а не Models. По идее, теперь должен загрузиться Мандалорец. Опять ошибочка. Да что не так с тобой? Так, вот он миксер. Миксер я забыл. Я забыл миксер. Переменную миксер необходимо поставить выше всех. Почему? Потому что она потом будет использоваться, кроме того, что она используется ниже по коду, она будет еще в Request Animation Frame использоваться. Поэтому ее нужно поставить как бы на верхний уровень, чтобы... О, вот он, Мандалорец. Чтобы не было, в общем, ошибок. Мандалорец загрузился, но он не анимируется. Почему? Теперь его, вот видите, получается, он даже загрузился, пусть, но шлем теперь больше. Мне нужно каким-то образом подбирать размеры, позиционирование. Хорошо, что здесь не нужно подбирать rotation, вращение. Хотя Animation Mixer присутствует, но почему-то он не работает. Почему? Потому что я забыл, что он есть еще внизу по коду, то есть в Request Animation Frame. И, например, я сделаю его размер 2. Здесь чисто подбирать нужно размер, поэтому опять же вот все это затягивается. Я вам намеренно, естественно, не показываю конечный результат, потому что тогда будет неинтересно, во-первых. Но во-вторых, ну, как бы таков путь. Его же еще нужно отпозиционировать, то есть не просто сделать масштаб, а поставить приблизительно хотя бы в ту точку, где он будет выглядеть правдоподобно, то есть как будто он стоит на одном уровне со шлемом. И, ну, а шлем, естественно, как бы расположен на полу. Попробую увеличить до 6 метров. Возможно, здесь еще нужно добавить duration, потому что, так как оно отсутствует, там, наверное, стандартно идет по умолчанию 1 секунда. То есть длительность анимации, наверное, 1 секунда. Ну, я не знаю точно, но, наверное, да. И вот он, наш Мандалорец, почему-то сильно выше, чем надо.
А если все-таки 0 сделать? О, уже, как видите, он становится приблизительно там, где нужно. Кстати, возможно, каким-то образом 3GS добавляет сейчас шейдерный материал к 3D моделям, поэтому они так ужасно смотрятся. Почему-то, видите, я пытался настроить цвет, но он ничего не дает. Шлем, главное, нормально смотрится, а Мандалорец сам не очень, потому что там как бы свет вообще не влияет на его освещенность. Это вообще дико как-то. По идее должно, но нет. Так, минус 12 это слишком много. Приблизительно, наверное, это оно. Но надо еще чуть выше поднять. Видите, получается, если провести линию пола, как бы, то они не на одной линии. Все-таки попробовать 0. Но здесь чисто вот опять же подбирать, поэтому так долго все. Нельзя просто так взять и сделать, чтобы оно было нормально. Ну, в принципе, вот видите, если как бы провести линию, опять же, это пола, то возможно сейчас даже и нормально. Опять же, если учитывать, что камера смотрит немного сверху шлема, то есть не прям в лоб, а чуть-чуть наклоненная как бы к нему, то Мандалорец в данной ситуации смотрится нормально. Надо найти свет и попробовать все-таки поменять интенсивность. Либо заанимировать интенсивность света, когда у нас включается Мандалорец. Ну, вообще мне не нравится этот цвет почему-то. Spotlight попробовать, может быть. Это с таргетом где-то у меня такое было. С таргетом. То есть данный свет, он как лампочка или фонарик. У фонарика есть пятно света, куда он светит. Ну вот вы, допустим, держите фонарик в руках, и он направляет это пятно света куда-то. Вот это называется таргет, то есть это куда падает свет. Естественно, в мире 3GS такое понятие, как пол или предмет, по сути отсутствует, поэтому там только точки. И этот таргет может быть за предметом или вне предела пола, то есть ниже пола. Но свет, естественно, все равно, по идее, должен оставаться на месте. Ну, то есть на полу, например, либо на предмете. Но почему-то, опять же, я напоминаю вам, что регулировка уровня освещенности в данной версии 3GS именно почему-то срабатывает очень как бы по-странному. То есть ты вроде регулируешь ее, она не регулируется на самом предмете. То есть повышая уровень света, 3D-модель в итоге не меняет свою освещенность. И вот здесь я с одного проекта вытащил код.
Вот, код вот. В 4 раза ускорил видео, потому что здесь будут просто попытки настроить свет. Но опять же, это вот видите, как бы все рабочий процесс. У вас, возможно, на каком-нибудь вашем проекте тоже такое будет. Поэтому надо пытаться что-то сделать. Что, непонятно что. То есть нужно найти решение для проблемы плохой освещенности 3D модели. И вот я пытаюсь подключить разные цвета. Но, как видите, это не дает особого результата. То есть, как свет светил плохо на саму 3D модель, так он и светит плохо. Я вот поднимаю, допустим, там, видите, меняю, то есть helper к нему добавил. Кстати, мы вроде бы с вами, я не помню, проходили, не проходили helper. То есть это такая штука, которая позволяет понять, где расположен сам свет. Ну и куда он, естественно, светит, так как это таргет, ну, имеющий свою цель, источник света и цель, куда он светит, то, естественно, helper, ну, то есть помощник, он помогает увидеть, куда этот луч будет направлен, как он рассеян, куда он падает, там, ну, в принципе, и так далее. До какой степени он доходит там, до определенного предмета. И как видите, я меняю все параметры, но это вообще не дает толку даже для шлема. То есть я бы понял еще, если бы, ну, например, Мандалорец сам не освещался, потому что там же карты, вот эти все наложения картинок идет, а шлем, он просто у меня в определенном цвете, который создается внутри 3GS. Я не понимаю, почему свет не работает в данной ситуации. То есть это именно либо глюк этой версии, либо предыдущей даже версии, наверное, 3GS, либо они ввели что-то новое, естественно, об этом я, ну, не знаю. Если раньше, допустим, это все работало, то есть ты меняешь уровень освещенности, и, естественно, он менялся, то сейчас, как видите, не меняется. И это не может не радовать. Вот что делать в этой ситуации? Когда у тебя вроде бы все должно работать, но не работает. Конечно, трудно ответить. Так, попробую я добавить Directional Light. Ну и, соответственно, Helper к нему. Изменю позицию этого света. Допустим, подниму его по Y на 14, то есть, по идее, он должен стать выше, чем сам Мандалорец. И как видите, опять же, интенсивность здесь сейчас стоит 5. Вернее, 20. Я вот поставил 20, да? И ничего не поменялось. То есть, получается, работает только тот свет, который был изначально. Все. Что они сломали, я не знаю. Либо я не знаю, что они сломали, либо я не знаю, что они сделали. Но это все равно странно. Ситуация, конечно, странная, но ее можно разрешить. Все равно можно разрешить каким-то образом. Я пока еще не знаю каким, но возможно можно отрегулировать уровень карты окружения. То есть сейчас я вам показываю, что есть такая штука, как фог, то есть туман.
В 3GS, по крайней мере, стандартная как бы вот интерпретация, если ничего не чудить самому, фог работает следующим образом. Это у нас с вами туман. Туман, он может идти как от середины, так и от краев. То есть, что значит от середины? Ты стоишь в помещении, допустим, или на каком-то поле находишься, и вокруг тебя туман, ничего не видно. Это от середины, я так понимаю. Еще есть одна версия Fog X, там, или как-то он так называется. Это туман, который ты, допустим, вот стоишь на каком-то поле, да, но при этом видишь себя и некоторое пространство вокруг себя, но дальше идет уже туман. То есть есть туман, прям густой туман, я так понимаю, а есть туман, который, ну, как обычный туман, который ты видишь на каком-то расстоянии от себя только. Вот я сейчас пытаюсь поиграть параметрами, и вот, видите, получается, этот туман идет он от центра. То есть, ну, где он расположен, вот там и вот этот как бы луч этот или что это закрашивается в красный тестовый цвет. Если я увеличу пространство, то, соответственно, все будет красным, что мне не нужно. Мне нужно наоборот, чтобы туман был как бы по краям моей сцены, а не в центре. А на данный момент он именно в центре находится. Я сейчас пытаюсь здесь вспомнить, как он вообще действует. Вот видите, здесь получается он идет от краев как бы сцены, то есть он окружает тебя. Господи, здесь еще какие-то шейдеры применяются. Почему я так и не понимаю их? В общем, вот он. Fog Exp 2. Это то, что мне нужно. Единственное, что у него вот эта вот степень удаления, она в очень маленьких единицах должна идти. То есть, видите, получается, здесь он как раз так, как мне нужно. Он идет от краев, как бы сцены, то, что окружает нас, к середине. Он прекращает свое действие. А обычный фог, он наоборот почему-то идет от середины к краям. То есть градиент идет от середины к краям. Наиболее сильная в середине у обычного фога. А у фога Exp2 у него наиболее сильная часть находится как бы у краев. Вот видите, как бы Мандалорец сейчас красного цвета. Что мне и нужно? Мне нужно как-то скрыть появление, ну, вот это вот дерганое появление и Мандалорца, и там, возможно, еще чего-то в будущем. Чтобы он, когда появлялся на сцене, он как бы появлялся плавно. Плавное появление его можно только вот таким вот образом сделать, туманом. Как раз покажу вам, как с ним взаимодействовать. И вот получается, что в момент появления Мандалорца на сцене он у нас дергается, то есть раз и резко появился. Это весьма неприятно. Сделать его появление менее дерганым, это значит, что он должен идти с точки буквально там в 1 пиксель, да, и проходить очень долгий путь, или как, вот как. Либо уже он должен идти с левой там, или с правой стороны, заходить на сцену. Ну, то есть какой-то сюжет, да, должен быть, чтобы он появился красиво. Чтобы он появился красиво, нужен туман, чтобы скрыть его резкое появление на сцене и сделать его появление как бы плавным, как будто он выходит из темного пространства. Опять же, если бы свет нормально работал, я в дальнейшем, наверное, покажу вам, как это. Какая разница в этих версиях 3GS. Если бы свет нормально работал, это именно, как он называется, этот не point light, это просто точка свет. А еще есть direction light.
По-моему, это оно. То есть как фонарик светит. Вот если бы светил как фонарик, вообще бы было классно. То есть есть определенная зона, где свет светит, а есть определенная зона, где света нет. И я бы мог поиграть с этим параметром, то есть увеличивать либо зону освещения этим фонариком, да, то есть пятно контакта света с полом, например, оно было бы больше, когда мне нужно было бы. А я это сделать не могу, потому что в этой версии это не работает. Почему так, я не понимаю. Сейчас я пытаюсь сделать другую интенсивность света. То есть во время того, когда появляется Мандалорец, я пытаюсь ее сделать, ну вот, в данный момент на 18 единиц. Вот, почему-то сейчас это заработало. Но видите, получается, мне пришлось сильно завалить свет. Здесь такого понятия, как дальность света или что-то такое нет. Но тем не менее, получается, пусть даже он далеко находится, но он освещает очень плохо. Почему-то. И мне приходится сильно заваливать интенсивность света, чтобы я мог видеть, ну, модель Мандалорца, именно тело его. Как они сделали такую разницу, я не понимаю, зачем это было делать. И как можно было это не потестить. То есть, грубо говоря, если бы здесь сейчас находился какой-нибудь белый предмет, то он бы был пересвечен. То есть что-то они намудрили с освещением. Так, и что я здесь? У меня появился... Видите, какая версия? 151.3. И вот здесь вот уже начинаются эти проблемы. А тут 0.26. 126 в смысле. Почему у меня не работает анимация, я пока не понимаю. Пытаюсь удалить версию 3 из моего тестового как бы кода. И сейчас, по идее, должна поставиться самая крайняя версия. Видите вот разницу? То есть HDR-карта стала не с заваленной контрастностью, а 3D-модель Мандалорца стала темной, очень темной. Я не понимаю, почему так. Почему из версии к версии в 3GS появляются какие-то странности, с которыми очень тяжело бороться, я не понимаю. Вот, мне нужно еще миксер этот же заанимировать. То есть, получается, мы можем управлять анимацией, просто остановив обновление миксера. Там код весь этот правильный, то есть, по идее, все должно работать, если я просто добавлю в Request Animation Frame вот этот вот миксер. И проверить нужно, есть ли время у меня, а время у меня здесь. Ух ты, как он быстро идет, вы видели? Он буквально за секунду все проходит, хотя анимация около 10 должна идти секунд.
в опере, если ты правой кнопкой мыши зажимаешь, то... Подожди, а может быть это туман все-таки? Мне нужно выставить позицию Мандалорца так, чтобы когда он подходил и нагибался, его руки хотя бы, ну, чуть-чуть были в том месте, где шлем. Я здесь не буду добиваться идеальности, то есть, чтобы, допустим, взятие шлема было слишком реалистичным, потому что, ну, это просто лишнее время для меня и для вас. Я показываю, как можно сделать вот такие вот, ну, достаточно сложные штуки. А все равно, если вы будете создавать что-то свое, у вас будет своя модель, ну, свои какие-то анимации. Главное, вам будет на что опереться. Вот я пытаюсь заанимировать сейчас фог этот. Ну, то есть туман. И по идее у него есть параметры. И вот один из них это density. И он мне здесь и так density. То есть мне его нужно выключить. Чтобы выключить, мне нужно подобрать какой-то параметр. Все равно почему-то он темный. И меня это бесит уже просто. По идее, вот, ну, вся одежда Мандалорца там не броня, которая она не имеет отражения, поэтому она должна нормально выглядеть при этом освещении. Ага, интересно, то есть мне нужно еще будет потом убрать эту кнопку, во-первых, а во-вторых, перестать обрабатывать события. Кстати, нам можно было бы добавить даже remove event listener и вообще удалить эту кнопку из дом дерева. Ну, это уже такие моменты. Я добавляю переменную, ну, под названием «если кликнуто», если нажата кнопка мыши. И получается, если она у меня false, то я ей, естественно, ставлю true. И теперь мне нужно... Я просто ее внизу поставлю, эту штуку. А вверху я проверю, если она true выставлена, то есть уже один раз нажата, то, соответственно, я код не буду выполнять этот. Если true, тогда return false и все. То есть получается, что следующее нажатие по кнопке по этой ничего не будет происходить. То есть анимация отыграется. Ну, все действия, которые необходимы мне, они будут произведены. Но последующие нажатия, они будут как бы отменены. Так, я пытаюсь разобраться, в чем тут. Вообще по масштабу, по всему поэтому. Угу. Шлем почему-то, видите, он куда-то убежал у меня сейчас. Я здесь ввел переменную helmet for to animation, как видите, для того, чтобы, когда загрузится шлем, я ей присвою этот шлем, и уже после того, как я нажму на кнопку эту, по идее у меня шлем будет загружен. Соответственно, эта переменная примет все параметры шлема, ну, то есть это объект шлема будет. И я уже тогда смогу с помощью этой переменной взаимодействовать со шлемом. То есть мне же нужно его будет поднять, а поднять я его смогу только с помощью Animate.js. Ну, то есть либо же мне нужно его заанимировать по какой-то кривой, там,
Но хотя в этом нет смысла особо, потому что он просто поднимается вверх у меня. Его можно было заанимировать, допустим, с помощью Anime.js, либо уже просто переместить с помощью позиционирования. Но, естественно, тогда не будет анимации, а будет резкий скачок с пола вверх. Соответственно, мне нужно его руками как бы мандалорца поднять вверх, но при этом не резко, при этом синхронно с этими руками. То есть, понимаете, здесь уже идет интересная штука, потому что сам Мандалорец, он анимируется с помощью блендера. Шлем я анимирую уже с помощью Anime.js. И получается, эти две анимации, они могут, к сожалению, не совпадать, если, допустим, устройство либо маломощное, либо чем-то нагружено. Допустим, как когда у меня записывается видео, анимация ходьбы и имитация одевания шлема, она идет с одной скоростью. Когда я перестаю записывать видео, все это происходит с другой скоростью. И сейчас, как видите, я отменил событие on scroll, то есть когда документ прокручивается мышью, у меня крутился шлем. И сейчас мне это действие нужно отменить, чтобы Мандалорец, когда одел, допустим, шлем, либо этот шлем анимировался только имитируя его одевание, соответственно, он никак не взаимодействовал, если будет происходить прокрутка мыши в этот момент. Я думаю, вы поняли. То есть, когда мы с вами крутим документ, шлем крутится вместе с ним. И сейчас мне это действие нужно отменить вот этим вот кодом. То есть, документ on scroll там равно false. Ну, в общем, функция выполняется false, которая возвращает. То есть, ничего. Но почему-то, видите, шлем, он не поднимается вверх, а остается внизу. И мне нужно еще решить этот вопрос. Я попытаюсь сейчас отодвинуть это событие вниз как бы стека исполнения или очереди там исполнения функций, но все равно получается шлем остается почему-то в своей изначальной позиции. И скорее всего это связано с тем, что у нас существует с вами вот это вот animation scripts функция, ну, вернее массив из действий, которые производят анимацию шлема во время скроллинга, то есть прокрутки документа. И мне, получается, нужно сделать так, чтобы вот этот animation scripts, во-первых, вынести наверх, чтобы я смог его ниже по коду использовать. Во-вторых, просто его обнулить. То есть, по сути, сейчас срабатывает вот эта вот функция, которая обрабатывает onScroll, но как бы я вообще затрудняюсь, если честно, пояснить, почему. По идее, она не должна срабатывать, но так как он возвращается в итоге в исходную позицию, значит, она срабатывает. Значит, ее нужно отменить. Почему она так делает, я не могу понять. И сейчас это константа у меня, но заранее, забегая, в общем, немножко вперед, нужно сделать let, а не константу. Пустой массив просто это все сделать, и по идее перемещаться никуда ничего не должно теперь. У меня сейчас будет ошибочка, вот она. То есть это константа, а я константе хочу переносить. Ну, естественно, это можно было бы попробовать из этого массива удалить все элементы. То есть мы же пушим, соответственно, мы могли из этого массива удалить все элементы.
Но зачем такие сложности, если можно просто сделать LED и затем просто этому LED присвоить, ну, этой переменной присвоить пустой массив. И все. И вот он, шлем, заветно летит наверх. И опять начинаются танцы с позиционированием. То есть, видите, получается, что шлем, он просто поднимается вверх у меня. Но при этом он же должен быть на Мандалорце. Хотя, в принципе, он даже вроде бы того размера, который нужен. То есть, если посмотреть вот так сверху, там сбоку, с лицевой части модели, то вроде бы он такого размера. То есть, мне удалось подобрать его. Вот эта вот константа мне не нужна, потому что я ее нигде не использую. Зачем она? Если она не нужна, то ее нужно закомментировать. Так, position 9. Что же мне делать? Естественно, там, если бы, допустим, ну, я бы делал это все для продакшена, то анимация, наверное, была бы сложнее. То есть шлем можно было бы немного наклонить вперед, когда он берет его руками. Либо же, ну, в общем, побольше заморочиться. Но я же говорю, что я вам показываю, как это все сделать. Вы уже для своих моделей, если вы вообще, конечно, будете что-то делать, сделайте все равно по-своему. То есть я вам показал метод, как можно сделать, а уже как именно там, ну, допустим, это так же, как и в верстке. Если человеку показать, как верстать один сайт, то он сверстает и другой сайт. Здесь такой же принцип. Мне не обязательно все это доводить до идеала, потому что это просто убийство времени. И так у меня уходит достаточно много времени для того, чтобы записать видео, потом его озвучить, потом, ну, в общем, монтаж. И опять же, трансляция. Так, почему-то скорость анимации меня теперь не устраивает. Она слишком большая. Там было немного рефакторинга. Здесь уже я буду подбирать ну, в общем, все параметры. Я ускорю видео для того, чтобы немного сократить его по времени. Буду подбирать параметры для того, чтобы сделать нормальную анимацию. Потому что на самом деле это довольно-таки проблематично выставить все параметры так, чтобы в итоге все действия совершались вовремя. То есть, ну и синхронно. То есть, например, он берет шлем, шлем же должен подлетать определенным образом. То есть идти синхронно вместе с руками, а не так, как ему вздумается. Опять же, еще раз обращаю ваше внимание на то, что синхронность этого действия можно выставить, допустим, при хорошем компьютере и не нагруженности системы. Но когда идет нагрузка на систему, то, соответственно, эта синхронность может потеряться. Какая здесь золотая середина или золотая пуля, я не знаю. Только же можно, например, попробовать именно в блендере все это заанимировать. Тогда будет четкая синхронность. Но при этом получается, что необходимо также каким-то образом изначально прятать мандалорца, самого тела его. Здесь я пытаюсь сделать так, чтобы, естественно, шлем оставался на том месте, где находится в данный момент сам мандалорец, и, естественно, шлем был ровно там, где необходимо, то есть на его
шее, грубо говоря. Закрывал голову, которой нет. И вот я сейчас убрал, как вы видите, корректировку времени, но так как видео ускорено, все равно оно продолжает идти быстро. В 5 раз видео ускорено, если что, вроде бы. Вот. Сейчас важно подобрать вот эти вот все параметры, чтобы анимация шла более-менее нормально. Опять же, нужно, чтобы вовремя отъезжала камера. Потому что если она отъедет дальше, вернее, дальше, либо же не в тот момент, когда нужно, то зритель увидит то, что голова у мандалорца отсутствует просто. И, естественно, это некорректно, поэтому необходимо изощряться всякими там отложенными анимациями, пытаться управлять временем каждой отдельной анимации отдельно. То есть не просто установить какую-то константу для длительности всех анимаций, а именно корректировать каждую анимацию отдельно, чтобы зритель визуально видел все синхронно. И опять же, я записываю видео, получается, идет нагрузка на систему. Хотя она и незначительная, но тем не менее эта нагрузка дает некий промежуток времени между тем, когда он поднимает сам шлем, и между тем, когда нет нагрузки на систему. Ну, я думаю, вы поняли. То есть нагрузка одна, скорость анимации без нагрузки другая. Соответственно, этот параметр тоже нужно учитывать и корректировать время, желательно, естественно, без нагрузки. Опять же, я напомню, это все можно, допустим, было бы заанимировать и в блендере, но так как у меня уже эта вся сцена была, то, соответственно, мне не хотелось переделывать код полностью, потому что потом, допустим, если человек придет, например, там с 5-го урока в 7-й, он вообще не поймет, что произошло. А так по коду можно будет посмотреть, что, допустим, это стало туда, это стало туда. И вот опять же, видите, я не понимаю, почему так происходит, но, в общем, после того, как анимация происходит... это еще не тот момент. Вот я добился более-менее результата. И сейчас я хочу сделать так, чтобы шлем, он не просто был статическим, а немного колыхался со стороны в сторону. Чтобы, когда запускается вторая анимация Мандалорца, он немного ей подыгрывал. То есть, там идет анимация дыхания, соответственно, шлем я хочу как-то хотя бы заанимировать, хотя бы примитивно, чтобы он тоже немножко двигался, это было видно. И, наверное, вариант движения вверх-вниз не очень хороший. Тем более она как-то дергается. Наверное, нужно сделать так, чтобы конечная точка анимации была такой же, как и первая. И тогда, по идее, дерганье уйдет. И нужно еще немного корректировать время. Вот сейчас вы видите, не ускоренное видео, а именно то, которое есть на самом деле. Опять же, этот луч меня теперь начинает бесить, потому что он идет не так, как хотелось бы, в общем. Он обрывается почему-то. Вот я, допустим, здесь 4 умножу, то есть там duration у меня где-то 2 секунды или 1800. И я еще умножаю на 3, то есть получается еще дольше это идет время. И вот я добился почти того эффекта, который хотел. То есть шлем поднимается вместе с руками.
И идет анимация колыхания шлема по Y, но это вверх-вниз. Наверное, мне лучше сделать все-таки вращение, то есть чтобы шлем немножко колыхался и со стороны в сторону, вот так тынц, 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 как будто он повторяет движения, которые вызваны дыханием мандалорца. Все-таки со стороны в сторону будет более естественно выглядеть, чем вверх-вниз. Но опять же, здесь, если заморачиваться, то можно было бы какие-то более сложные анимации придумать, но для обучения, я думаю, этого достаточно вполне. Вот он приходит, одевает шлем. Ох, сильно получается. Так, попробую сделать немножко иначе. Наверное, нужно будет увеличивать скорость каждый раз, когда идет сцена видеотестирования. Потому что это все настолько увеличивает урок. Но видите, все равно сильно. То есть вот это движение, оно должно быть еле заметно, и тогда оно будет казаться более реалистичным, чем когда, естественно, он сильно шевелится. Плюс ко всему, наверное, нужно же будет поменять цвет шлема и убрать прозрачность стекла. Сделать его черным, как у мандалорца настоящего. И, наверное, я добавлю вот так вот. Ну, вот это уже более похоже на то, что я хотел бы увидеть. Попробуем поблендерить. Создадим уникальную модель, добавим ее на сцену и, короче, позаморачиваемся. Единственное, что я здесь не сразу начал запись видео, а просто взял, создал цилиндр, немножко его увеличил по оси Y и оси X, то есть сделал его более плоским таким. Далее я выделил все ребра, ну, в Edit Mode зашел, выделил все как бы это плоскости, что ли, боковые, и уже вот дальнейшие действия увидите. Сейчас также я сохранил группу вот этих окон. Ну, это вообще предполагается, что будет такой некая комната в корабле, такая круглая, где будет находиться мандалорец. Я хочу потестить, как это вообще будет выглядеть. Наверное, если бы, забегая немножко наперед, если бы я добавил каких-то элементов, если бы добавил более такой, знаете ли, пол, который мог бы быть в корабле, то это все было бы куда красивее. Но опять же, в моем воображении это было все и так красиво, потому что через эти стекла должен быть заполняющий свет. Но так как это очень тяжело сделать в 3GS, соответственно, мне перехотелось это делать. Я хочу сейчас добавить для вот этих вот стекол свет. Я сейчас пытаюсь настроить стекло, потому что, ну, я уже это делал, естественно, но давно. О, здесь через какой-то модификатор. Крутилки эти крутишь, оно ничего не понятно. Почему в 3D Max там вот как-то, не знаю, все интуитивно понятно. В этом блендере что такое Transmission? Зачем это такое название давать, если оно вообще не ассоциируется со стеклом?
Короче, корабль у меня сейчас немножко такой металлический. И добавлю Glass Async, надо нажать, чтобы придать вот этим вот выделенным граням этот материал. Как видите, он работает. Единственное, мне нужно его сделать абсолютно белым и стеклянным. Наверное, металлик. Ну, металлик это типа отражение, я так понимаю. Отражение-то в нем должно быть, но чтобы сделать отражение в 3GS, это же нужно постараться. Spaceship, сохранить. Ну, это чисто так для теста. Для теста такой бонус по моделированию в блендере. И не знаю, конечно, насколько вам это нужно будет. Но, в принципе, если вы занимаетесь этой темой, то я думаю, весьма. Видите, получается, я вот не знаю, в какую сторону докрутить, чтобы эти штуки в итоге добавлялись. Там есть какой-то удобный модификатор, вернее, ну, инструмент, в общем, который выделяет все ребра там по нажатию, там волшебные кнопочки. Но я, если честно, не помню. Попытаюсь это опустить вниз вот так. Ну, в принципе, это типа такой потолок. Но, опять же, это все, понимаете, если оставить вот такой вот примитив, то это будет, естественно, и смотреться примитивно. Соответственно, для того, чтобы это смотрелось более-менее нормально, необходимо добавлять каких-то деталей. Типа стола, там какой-нибудь панели управления этим кораблем, там, или еще что-то, какие-то трубы там, или коммуникации, либо же просто какие-то там сеточки, ну, что-то красивое, дизайн какой-то. Это все время. А я это сделал просто ради потестить. Опять же, немножко забегая наперед, скажу, что из-за того, что освещение идет пересвет, то сделать какие-то дополнительные предметы рядом, это просто нереально. То есть, получается, пересвет идет настолько сильный, что все заполняется тупо белым. Этот корабль внутри, вот так я хочу, да, сделать. И он будет просто белым. И это весьма печально. Потому что ты ожидаешь, что будет один эффект, а эффект совсем другой, потому что неизвестно почему. Вот в одной версии 3GS по одному смотрится все это. В другой версии 3GS уже смотрится совершенно иначе. То есть заваленная контрастность превратилась, ну, они видно пытались исправить эту заваленную контрастность тем, что в итоге теперь нет освещения вообще. То есть оно не работает. Почти. Либо приходится делать пересветы очень сильные. Я добавлю сейчас источник света для того, чтобы, соответственно, внутри этого моего корабля что-то было видно. Но почему-то до сих пор ничего не видно. Придется добавить и камеру, и свет, и какой-то пол, что ли. Но так-то вроде бы материал применился. Насколько я понимаю. Так, я добавлю пол. И добавлю куб. Для того, чтобы через окна его можно было бы увидеть. Чтобы понять, вообще прозрачные эти окна, непрозрачные, какой у них материал там добавлен. В 4 раза увеличил для того, чтобы не занимать больше времени, чем нужно. Такой бонус небольшой. Вот здесь я хотел сделать такой какой-то сложный пол там или еще что-то, но
Я так подумал, это надо сидеть, это надо чего-то там мудрить. Ну это прям дизайнить надо, знаете. А так как видео как бы не совсем про это просто как бонус, то, ну как бы лень, если честно. Добавлю, естественно, в наш код его. И посмотрю, что с этим вообще будет. Да, set timeout я закомментировал, потому что он там как бы не нужен. Добавлю spaceship. Так. Пока что размеры и вращение мне. Ага, у меня еще здесь остался plane. Его нужно удалить, соответственно, заново экспортировать все. И файл этот переместить сюда. И теперь он стал вроде бы даже как нормальный. Но очень маленький. Мне его нужно увеличить. Но опять же, понимаете, изначально, если, допустим, шлем виден на сцене, то как я спрячу корабль, который, по идее, должен быть прямо за шлемом? Тогда мне придется показывать корабль изначально. Ну, то есть, введение новой какой-то модели, либо объекта на сцене, оно влечет за собой изменения не какое-то одно маленькое там, которое можно сделать там за 5 минут буквально и все, а придется все переделывать. То есть освещение, видите, как все завалено, если белый цвет просто. За этими окнами я планировал сделать какой-то космос там, да, что видны звезды, солнце там может быть красивое какое-то. Но опять же, видите, если освещение идет слишком пересвеченное, смотрится оно уже ужасно. И особого смысла оно не придает никакой красоты, только все портит и влечет за собой изменения кода. Значительные, так скажем. Соответственно, мне легче просто отказаться от этого, чем переделывать. Но опять же, если сейчас пробовать менять освещенность, тогда я вообще не представляю, как сделать так, чтобы Мандалорец был виден. Понимаете? То есть здесь очень все по-странному получается. Почему здесь цикл для того, чтобы что-то поменять, допустим, там в материале, я использую цикл. Почему? Потому что каждый раз загружаясь, 3D-модель может иметь разную очередь в массиве объектов, которые само оно содержит. То есть нельзя обратиться к элементу массива, да, этого мандалорца, к определенному номеру, а нужно именно по имени обращаться. Хотя можно было бы и по имени обратиться, да, в принципе. Надо было бы попробовать это все.
Вот я пытаюсь здесь изменить интенсивность света. Она вроде бы поменялась, но тем не менее Мандалорец, как видите, он просто черный. Не видно вообще никаких цветов на нем. И это достаточно проблематично, потому что ты ожидаешь увидеть одну картинку, а по итогу ты видишь совсем другое освещение. Вот попробую я поменять свет. Как видите, Ambient Light, это заполняющий свет, но тем не менее даже он не действует почему-то на самого Мандалорца. То есть оно действует на шлем, но не действует на Мандалорца. Я не понимаю, почему. Это просто немножко раздражает. И он ужасно смотрится, этот Ambient Light. То есть вообще как флат картинка какая-то получается. Плоская. Да. В общем, наверное, идея с космическим этим кораблем, она просто отпадает. Но я оставлю вам этот код здесь. Возможно, вы что-то придумаете лучше. Конечно же, нужно теперь поменять не Ambient Light, а Point Light поставить. О, совсем по-другому смотрится, хотя бы более-менее приближенное к чему-то светлому, хорошему. Я так думал, в принципе, можно, допустим, в этом же шлеме нарисовать некие точки, по которым, отдельного элемента, которые бы вот эти вот линии немножко рандомизировали, делали более уникальными. И тогда было бы, конечно, круче, потому что тогда можно было бы нормально ими управлять хотя бы. Но это уже другая история. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Короче, XNVF я открываю для того, чтобы попробовать редактировать HDR. Но почему-то XNVF мне показывает, что это и так белый цвет, хотя на самом деле он должен быть, как бы серым. Класс, у меня же тут не HDR. Вот почему все черное. Вот так бы все выглядело без HDR карты. Еще ужаснее, чем с ней. Spaceship, ты мне не нужен уже. А вот теперь у нас серая, немного серая HDR карта, которая, в принципе, можно было сделать и картинкой, по сути. Там у меня просто файл не HDR расширение, а JPEG получается. Этот код мне нужен для того, чтобы поменять цвет шлема и его стекла. У меня уже есть эта переменная, которая называется просто Helmet for Tour Animation, то есть шлем для второй анимации. Переменная шлема для второй анимации. И здесь мне нужно подправить немножко коды, но нужно еще вспомнить, как это сделать. Опять же, здесь наугад я ставлю некие данные, которые, возможно, будут смотреться более-менее нормально. Возникает какая-то ошибочка, и что здесь за ошибочка? Цвет почему-то не найден. Значит, я обращаюсь не туда. Попробовать к элементу обратиться. Но это тоже, наверное, не даст результата, да. Почему? Потому что Helmet for Animation — это группа,
которая в себе содержит несколько объектов, а не просто один объект, который содержит в себе весь шлем. Соответственно, мне нужно обращаться к children, то есть к потомкам, но никак не к самому шлему. И сейчас вы это увидите сами. Ну, в принципе, вы это и видели и раньше. Просто что вот получается эта группа, которая в себе имеет несколько детей, а именно new object, bg и какой-то объект без названия. Вот это и есть наш шлем. Вот children 0 у нас и есть этот объект. Я сейчас попытаюсь пройтись без цикла по нему. Хотя, наверное, он тут нужен. Ну, просто попробую ради прикола. Временную константу эту введу, y, да? А if удалю. Все равно цвет не найден, значит, что-то не то. Посмотреть, что здесь лежит, опять нужно мне. Children 0 new object, и в нем еще есть тоже дети. То есть нужно обращаться к children 0, потому что это вложенные объекты друг в друга. Как я здесь это делаю, нужно посмотреть. Угу. Здесь, получается, идет children element определенный. Все-таки это нужно поместить внутрь цикла for. Я сделал все красным для того, чтобы понять, применится ли это вообще куда-нибудь. И, как вы видите, применилось, но не к тому объекту. Мне же нужен был шлем, а не мандалорец. И мне нужно сейчас поменять как бы для стекла материал сначала. Вот. Наконец-то он стал красным. Теперь мне нужно поменять просто цвет. Ну и вот эти параметры roadless metalness и map intensity. Ну, карту окружения, в общем, интенсивность. И он стал наконец-то черным. В смысле, стекло стало черным. Теперь получается для других элементов, которые не являются new object 5, это стекло, мне нужно изменить какой-то цвет, поставить, ну типа такой, чтобы он стал серым. Это слишком серый какой-то. Поэтому попробую 58. Ну, в общем, вы видели. Ну, вроде бы этот более-менее. Но единственное, что теперь нужно тестить. Если черный поставить, то
Ух ты. Прям все черное такое. Четко видно хоть все. Не, ну в принципе красиво, но это не соответствует остальной как бы броне. По идее, шлем Мандалорца и его броня сделаны из одного материала, ну металла, брони какой-то. Соответственно, цвет брони и цвет шлема должны соответствовать друг другу, хотя бы приблизительно. Тем более там есть эта патина, типа, а на шлеме этого нет, но таков путь. Я попытался добавить цвет материала красный для Мандалорца, но почему-то произошла какая-то дичь. Сейчас я пытаюсь исправить его ужасную освещенность, то есть то, что он не освещен, я пытаюсь это наладить. Вот видите, получается, он отражает как-то что-то, но тем не менее, ну, как бы освещенность его плохая, очень плохая. Так, хорошо, если я уберу этот цвет и... Он вроде бы стал нормальный. Так, теперь я попытаюсь заанимировать сам цвет шлема. Стекла сначала. И длительность 1 секунда. Ох ты, какая четкая анимация. Все-таки попробую New Tricolor поставить. Вроде бы даже мне показалось, или оно заанимировалось. Вот этот параметр тоже. И металличность. Металличность. Также этот параметр. Угу, кстати, Round Class не надо было, это отражение, точка касания как бы. Но уже ладно. Или наоборот. Фух, какие же непонятные эти слова. Английские. Вот. Стекло заанимировалось, а это почему-то нет. Я закомментирую это и оставлю только анимацию цвета. Интересно, почему не происходит до конца анимация? Смотрите, в чем прикол. Сейчас выставлен цвет 2.2.2, он как бы серый, а цвет становится не серым, ну темно-серый такой. Он становится немножко с желтовизной, желатинкой, в общем. Вот видите? А должен быть серый. То есть анимация, она как бы отрабатывает
но не до конца. То есть нужно было бы, допустим, запустить еще одну анимацию после этой анимации, но я, наверное, сделаю по-другому. Во-первых, вот это все раскомментирую, во-вторых, затыщу, видите, она серая. Если так просто менять, то получается серый цвет, ну такой темно-серый. Поэтому я добавлю здесь просто complete функция, и после того, как завершится анимация, пусть она будет с прыжком уже. Просто потому что заморачиваться еще глубже, еще дальше уже нет времени, и так уже 2 часа видео идет. Пусть оно будет с небольшим прыжком, но тем не менее цвет будет тот, который мне нужен. То есть вы увидели, да? Мандалорец сейчас сам был черного цвета. И как бы я ни менял интенсивность свечения, все равно он остается черного цвета. Я сейчас попытаюсь удалить 3 и поставить 3 GS, ну допустим 126 версии. Запущу сервер. И вы видите, какая разница? Она просто колоссальная. То есть сейчас сам Мандалорец стал нормального цвета, а карта окружения, которая должна быть нормального цвета, она с заваленной контрастностью. Зачем так делать? Что вы поменяли? Я вообще ничего не пойму. То есть сейчас вы видите, какая карта окружения и какой Мандалорец. Хотя поменялась только версия 3GS в данной ситуации. Ох, я даже не знаю, как это загуглить просто. Вряд ли, конечно, эта информация будет так легко доступна в где-нибудь, хотя бы хоть на форуме, хоть на стаке. Что? Ох, эти реакты. Ну, давайте посмотрим, что тут нам пишут ребята, и посмотрим пример. Но это же не то все. Это просто куб. Все-таки я переведу. Нет, это какая-то дичь. Как же тебя сделать лучше? Попробую завалить карту окружения. Так, со шлемом это сработало. Значит, по идее, это сработает и с самим Мандалорцем. Если здесь сейчас стоит 2, я поставлю 5, то это будет больше, чем в 2 раза. И да, видите, он стал ярче. Но все стало ярче. Даже то, что мне не надо. И хотя, по идее, должно это интенсивностью именно освещения регулироваться, но это почему-то у меня регулируется картой окружения теперь. Четко, четко.
теперь меня бесит, что не совпадает цвет шлема и цвет брони. Я пытаюсь добиться того, чтобы они были более-менее одинаковые. Так. Глаз, по идее, должен быть... Но опять же, здесь тот же самый лайфхак. Стекло не анимируется до конца почему-то. Так же самое, как и сам шлем. То есть, как это можно понять, я не понимаю. То есть, получается, цвет, он заваливается, вернее, не то чтобы заваливается, но изменяется не до того, как я установил, а до, ну, допустим, анимация проходит не 100%, а всего лишь 80%. И получается, что цвет остается не тот, который я указал, а на 80% остается он, то есть такой полужелто-серый. Ну, видите, получается, мне нужно только картой это все регулировать. Но вроде бы вот это вот даже еще ярче чуть надо. Все-таки если пятерик оставить, ну, смотрится более-менее нормально. Конечно, та патина, которая есть на броне, которая выполнена профессиональным художником, она смотрится классно, и на шлеме ее нет. Это как бы убавляет баллов реалистичности, но тем не менее ничего страшного. Я удалю этот лишний код. И вот сейчас с нормальной скоростью смотрим. Видите, получается, он цвет изменяется, но не плавно, а в конце он обрывается. То есть на 80% анимация останавливается до такого серо-желтого. И потом, естественно, по моей команде, после комплита, да, она уже становится именно такого цвета, который я указал. Почему так происходит, я не понимаю. По идее, должно все работать. По идее, должна освещенность быть нормальной. Но это все не способствует моему нормальному состоянию психическому. Так, попробую добавить Киару. Что это за дичь так называется, я не знаю, но может пустыня какая-то. Киара, пустыня, Киара, блин. Попытаюсь добавить карту окружения, то для чего? Для сферы. Сфера это, конечно, круто, но получается очень не очень, потому что он же у меня идет. Он мне не просто стоит, если бы он хотя бы просто стоял, я бы тогда мог добавить даже тень. Но так как он просто идет откуда-то, то, соответственно, мне бы тогда нужно было убрать его ноги, чтобы визуально не понимал зритель, что он подвешен в воздухе. А он не может быть не подвешен в воздухе, так как это сфера. И он выйдет, получается, из какой-то там половинки сферы, по сути. К сожалению, это тоже идея не имеет под собой... Ну, как не имеет смысла, короче.
как бы я не хотел что-то улучшить, в итоге получается так, что улучшить это нельзя. Я пытаюсь, конечно, что-то там настроить, но безрезультатно, потому что даже если я выставлю позиционирование, все равно эту сферу нужно либо очень большую делать, а при этом потеряется, естественно, масштаб и качество картинки, либо просто от нее отказываться, либо делать какой-то цилиндр. Но опять же, я не представляю, как цилиндр ляжет на карту окружения. Поэтому просто закомментируем этот код. Так. В итоге все выглядит вот так. Добавлю-ка я вот такой вот кораблик на сцену. Я его скачал с сайта и просто как бонус очередной в этом видео довольно их много получилось. Добавлю вот такой вот корабль. Опять же, желательно его закэшировать заранее, так как этот файл тоже весит много. И где-то по коду мне необходимо внести его, так чтобы он на фоне добавился. Опять же возникает вопрос, допустим, я его добавлю, как сделать так, чтобы он появился плавно? На ум приходит опять же только туман. Туман, который резко, вернее не резко, а плавно исчезает, тем самым давая зрительно понять, что вот появилось на сцене что-то. А что-то это Мандалорец и корабль. И вот он есть, а корабля нет. Потому что GLB надо добавить в конце. Итак, теперь нужно опять же крутануть его как-то, rotation, и увеличить scale. А также задать позицию. Ну, в принципе, все как обычно. Допустим, пусть 3 метра он будет, на 3 метра увеличен. Вот это уже что-то похожее на правду. Красивый, конечно, корабль, опять же он не освещенный, то есть свет вроде бы интенсивный, яркий падает, но не видно его, то есть как будто лампочка очень тусклая, но мощная. Как бы так объяснить, даже не знаю. Ее вроде бы как видно, что она светит, но в итоге она не светит ничего. Почему-то. Вроде бы по размеру подходит под Мандалорца. Поэтому осталось только передвинуть его. Это, по-моему, метод. Да, в принципе, более-менее. Надо еще чуть назад, наверное, двигануть. Ну, типа Мандалорец там заранее вышел из своего корабля, забыл шлем, и вот он его нашел. Предыстория приблизительно такая.
Опять же, можно было добавить карту окружения для этого корабля, но это будет для вас домашним заданием. Я хотел, конечно, сделать по красоте. В моей фантазии, когда Мандалорец касается шлема, он таким случайными волнами начинает переливаться и становится, ну, как бы, типа расколдованным или что. Становится нормального цвета, в общем. Однако, здравствуйте. Я, честно, посмотрел двухчасовой курс по шейдерам и ни хрена не понял. Пытаюсь настроить туман и анимацию. Здесь мне необходимо вернуть шлем из любого положения по скроллу в изначальное. То есть, как бы мы ни проскроллили, он поворачивается и меняет свою позицию. А мне нужно все это вернуть в нулевую позицию, чтобы Мандалорец смог его поднять.